Да ладно, ладно, уйду я. А мы сегодня путешествуем в окрестностях Анталии и смотрим маленькие участочки и не очень для загородного домика. Тут даже есть свои маленькие водопады. Хочу на свежий воздух, хочу в лес, на природу хочу. Какая красивая дорога! Покажу вам хотя бы ее часть, а заодно расскажу, почему так популярен загородный формат жизни, особенно на лето. Местные и долго проживающие иностранцы в Анталии предпочитают на летние месяцы уезжать за город по той простой причине, что в городе в летние месяцы невыносимо жарко, душно, пыльно и находиться просто невозможно, особенно с непривычки. Поэтому здесь принято покупать участки и домики в пригородных поселках и деревеньках. В основном они расположены очень живописно на склонах гор, в окружении сосновых лесов, и воздух там необычайно свежий, чистый и более прохладный по сравнению с побережьем, и гарантированы прекрасные виды. Естественно, люди этим пользуются. Всем привет! А мы сегодня путешествуем в окрестностях Анталии и смотрим маленькие участочки и не очень для загородного домика. Наши друзья попросили помочь, давно живут в Анталии, но надоело все время сидеть в квартире, особенно летом. Поэтому они хотят куда-нибудь на природу, поставить маленький домик, привозить друзей, привозить родственников. И вот мы ищем в ближайших окрестностях, не дальше 20 минут езды от города, какое-нибудь замечательное место. И вот сегодня одно из таких мест нашли, и будем здесь смотреть участки. А место действительно привлекательное, я даже не знала, что оно существует. Она затерялась между трех горных пиков в долине. Долина вся поросшая сосновым лесом, великолепным, старым. Постоянно здесь встречаются какие-то маленькие овражки, какие-то ручейки. Я даже встретила маленький водопад. Очень красивые склоны, на них стоят виллы, живописные дачные дома. Я так вижу, тут кто-то даже постоянно проживает. И мы вот здесь сегодня должны посмотреть 4 участка. Надеюсь, они очень понравятся нашим друзьям, поскольку это местечко, оно меня просто пленило. Оно находится всего в 13 минутах езды от СРСУ. Мне кажется, это нереально близко, но при этом здесь совершенно девственная природа. Птички поют, цветы цветут. Лес шумит, и очень, не знаю, умиротворяющая, потрясающая атмосфера, как раз то, чего не хватает в городе. Будем откровенны, туристы редко забираются в такие места, да и жители Анталии редко сюда попадают. Поэтому я решила эти места записать на видео и с вами поделиться. Может быть, вам понравится это место, и вы будете о нем знать. Ну вот и первый участок, он всего 5 соток. Для Турции это даже достаточно много, потому что тут часто встречаются участки и по 4 сотки, и по 3 сотки, а тем более с разрешением на строительство, так это вообще. Поэтому 5 соток хорошо. Вот его граница по стенке, дальше вот до дерева не доходя, и вот передняя граница передо мной, и здесь вот. Ну, то есть где-то он получается 22 на 24 метра площадью. И здесь можно по документам поставить здание, которое площадью будет жилой около 130-135 метров, что вполне немало, я считаю, потому что это площадь аж 3-4-комнатной квартиры. И здесь смотрите, какой вид. То есть это крайний на обрыве, ну не совсем крайний, там под ним еще один участок есть, но он близкий к краю дороги. Дальше идет ущелье с ручьем. И вот этот потрясающий вид по факту останется тем, кто будет строить здесь дом. Мне кажется, место очень привлекательное. Надеюсь, моим друзьям понравится. И они на него обратят внимание, потому что вот лично мне просыпаться с таким видом кажется очень притягательно. А здесь еще тишина. И птицы поют. Как пример, на таком участке можно поставить вот такой домик, или вот как внизу. Там, правда, площадь побольше, но вот верхний домик как раз метров на 150 тянет. Ну что, иду ко второму участку. Такая улочка симпатичная. И вот тут вот между двумя жилыми домами уже затерялся такой пятачок зеленый. Тоже по документам где-то 500 квадратов. И также здесь можно поставить дом 130 квадратов жилой площади. Сам участок вполне хорош, на мой взгляд, у него более-менее правильная геометрия. И он достаточно ровный, что для поселка на склоне большое преимущество. Не придется тратить деньги на выравнивание. Это достаточно большая сумма.
Он уютно так расположен, на мой взгляд, и виды все наши. Да, красиво. Короче говоря, его можно тоже иметь в виду, я думаю. Надеюсь, ребятам тоже подойдет как вариант. Смотрите, какая красота по пути попалась. Все в рамках поселка. Чудо. Тут даже есть свои маленькие водопады. Да чего же красивое место. Наслаждаюсь каждой минутой. Однако внезапно вот эта стенка. Кто-то отгородился от мира основательно. Просто природной красоты и изоляции не хватило. 6 метров стена. Ну а мы, собственно, подкрались к третьему участку в нашем обзоре. Вот он, угловой участок. Здесь видно, что люди потрудились. Вот две улицы, вот одна идет и вторая выходит. Соответственно, на углу стоит участок наш, тоже 500 метров. Очевидно, что текущий хозяин опустил уровень грунта. Видно, что поработали тут техникой. Здесь тоже можно поставить 130 квадратных метров жилья, жилой площадью 130 квадратов. Но, на мой взгляд, место неплохое, хотя с точки зрения видовых характеристик оно, конечно, проигрывает предыдущим. Однако хорошо то, что оно угловое, это очень удобно, то есть можно достаточно классно организовать подъезд к этому участку, что в других участках более ограничено, скажем так. Ну и тут рядом весьма респектабельные соседи, судя по виллам. Вообще поселок населен зажиточными людьми. Признаться честно, не ожидала, что мне здесь так понравится. Думала, что будет проходная деревенька, каких я уже много видела на склонах Анталийских гор. Но это место какое-то особенное, честно скажу. Оно уединенное, и здесь действительно немного домов. И домики не бедные, очень привлекательные. Они достаточно свободно разбросаны по склонам. Природа просто в непосредственной близости от меня. Нет вот такого бардака, как во многих деревеньках я замечаю. Вот эти домашние хозяйства вперемешку с элитными виллами. Нет, здесь такого нет. Здесь все очень прилично и вызывает самые положительные эмоции. Добралась я, наконец, еще до одного участочка. Они, в принципе, все рядом, в поселке находятся. А вот он у нас последний в рассмотрении. Так что сейчас вам его покажу тоже. Так, вот он участок. По соседству с уже подготовленным. Это вот его сосед. А продается вот этот участок. Здесь, конечно, много работы. Но, тем не менее, его тоже стоит рассматривать, поскольку здесь есть неплохой вид. Вполне возможно, друзьям моим понравится. Тем не менее, тоже 500 метров, тоже под застройку. Жилая площадь допустимая 130 квадратов. Вода, электричество подведены. Все в порядке, разрешение на строительство есть. И в эту сторону тоже очень красивый вид открывается. Да ладно, уйду. Нападают на меня местные жители, красавцы. Ну вот на сегодня то, что мы успели посмотреть. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что тем, кому надоела городская жизнь или вы решили продать свою квартиру, я бы присмотрелась к этому месту. Такое классное. Тем более, что земля совершенно не резиновая, ее остается все меньше и меньше, а в такой близости к городу так вообще единицы. Всего 12 минут до города, до всех магазинов, садов, аптек, больницы. 15 минут до моря, где в жаркую погоду можно прекрасно искупаться и быстро вернуться в прохладную деревню в горах, насладиться свежим воздухом. По-моему, это очень классно. Ну и ко всему, все земли, которые мы сегодня видели, имеют официальное разрешение на строительство, что в окрестностях Анталии, признаться, не так часто встречается. И цены на них весьма приемлемые. Мне кажется, что это хороший вариант для загородной жизни. А что вы думаете об этом? И вообще, как вы относитесь к жизни за городом? И хотели бы вы иметь домик в окрестностях Анталии? Делитесь своим мнением, оно очень интересно. Всем прекрасного дня!